Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это видео мастер-класс по вязанию крючком вот такой мягкой, уютной подушки с котиками размером 39 на 39 сантиметров. Хотела связать подушку размером 40 на 40 сантиметров, но как ни старалась, получилось 39 на 39. Данная подушка вяжется на основании вот этого мастер-класса. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. То есть внутренняя подушка, внутри есть тканевая подушка и вязаное полотно подушки создаются так же, как и подушка в этом мастер-классе, но с небольшими отличиями. Это размер подушки, и у этой подушки задняя сторона связана полосами. Данная подушка связана пряжей Alize Softy Plus. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Эту подушку я вязала вот по этой схеме, которая на экране. Расход пряжи у меня получился таким. Каждого цвета ушло по 2 мотка. Вот такие небольшие остаточки остались. А вот это первая подушка с такими котиками, я ее показывала в Z-обзоре. Она размером получилась 33 на 33 сантиметра. Я думала, она получится, как и вот эта подушка, 35 на 35, связанная пряжей Гималая Вельвет. Метраж и вес у этой пряжи такой же. Но из-за пряжи и в основном из-за вязания столбиками с одним накидом получилась такая разница. Так как когда вяжу я игрушки этими видами пряж и вяжу столбиками без накида, то разницы в размерах нет. И в конечном итоге мне захотелось большей площади для этих котиков, и поэтому вот эта подушка, она по размеру больше остальных. Итак, основываясь на вот этом мастер-классе и на схеме, которую я указывала на экране, создаем основную и внутреннюю подушки и далее вместе свяжем котика. Вяжем туловище и голову котика, берем пряжу в цвет котика, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем первый ряд. В начале этого ряда мы вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее по цепочке вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в крайнюю петлю мы тоже провяжем 2 столбика без накида, провяжем одну прибавку. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Следующий ряд второй. И в начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий. В начале этого ряда также вяжем одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету 5. В начале ряда также вяжем одну прибавку.
Далее вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И так вяжем с 6 ряда по 15 ряд включительно. Провязали следующий ряд 16. В начале этого ряда вяжем одну убавку. При вязании пряжи Alize Softy Plus убавки я вяжу за обе стеночки петель, то есть завожу крючок в первую петлю, протягиваю рабочую нить. Далее завожу крючок во вторую петлю, протягиваю рабочую нить. На крючке 3 петли, провязываю их вместе. Далее вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2 и 12 столбик без накида. Это у меня тут встретился в процессе вязания фабричный разрыв пряжи. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 17. Этот ряд мы вяжем без изменения. 17 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 18. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 19. Этот ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 20. В начале этого ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 21. Его мы вяжем без изменения. 10 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 22. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 23. Его мы вяжем без изменения. 8 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 24 и начнем вязать голову. Для начала в начале этого ряда вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка, далее вяжем вторую убавку, далее вяжем 6 столбиков без накида. 4 столбика без накида провяжем по ряду и еще 2 столбика мы спустимся вот здесь вот немножечко на бок и вывяжем еще 2 столбика без накида. Итак, вяжем
по ряду 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. И теперь спускаемся по краю, вяжем 1 столбик без накида и рядышком 2 столбик без накида. Провязали, это у нас 24 ряд, итоговое количество петель здесь должно у нас получиться 6. 2 петли, которые у нас остаются после 2 убавок, мы их не считаем. Я в дальнейшем сейчас объясню, для чего мы все это делаем. Итак, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание, и следующий ряд у нас 25. Провяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Повторим это 6 раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, вяжем воздушную петлю, и сейчас объясню, для чего мы тут все вот так вот вывязали. Итак, для чего мы вяжем таким образом? Для того, чтобы, когда будем пришивать силуэт котика к подушке, туловище мы будем располагать вот таким вот образом. Не вот так вот ровно будем пришивать, а с наклоном. Поэтому и голова должна быть в соответствующем положении. Вот, и она будет немножечко так вот на бок уходить. Вот эти вот 2 петли, которые остались после 2 убавок, когда мы будем делать обвязку по всему краю силуэта котика, то в этом месте мы сделаем еще одну убавочку, и здесь уже будет переход такой плавный, не будет таким угловатым. Итак, продолжаем наше вязание, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 26. И в этом ряду мы провяжем 12 прибавок подряд. Провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. В конце ряда вяжем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так с 27 ряда по 36 включительно. Провязали. Следующий ряд 37. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 убавку. И так мы повторяем до конца ряда. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 18. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 38. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вывяжем ушки. Сначала одно, потом второе. Для этого вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провяжем еще 2 ряда. В каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда также провязываем 1 воздушную петлю.
Провязали. Далее вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка и вторая убавка. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 2. Воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 1 убавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 1. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее вывяжем второе ушко. Вот это лицевая сторона силуэта котика. Если вот так вот прямо на нее смотреть, то вот он, начальный хвостик, находится рядом с моей левой рукой. Итак, от края этого отсчитываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Фиксируем рабочую нить соединительной петлей. В ту же петлю вяжем первый столбик без накида. Далее до конца ряда вяжем еще 3 столбика без накида, воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вяжем еще 2 таких ряда, в каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда все так же вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем 2 убавки подряд. Вяжем 1 убавку. И здесь мы рабочую нить не отрезаем, а сделаем обвязку по всему краю силуэта котика столбиками без накида. На уголках ушек желательно провязать по 2 столбика без накида в 1 петлю, то есть делать на кончиках прибавки, чтобы ушки были заостренными. Если этого не сделать, то они закруглятся. И вот в этом месте, там где у нас остались 2 петли, когда мы вывязывали голову, вот в этом месте нужно будет из этих 2 петель сделать одну, то есть провязать здесь убавку. Итак, здесь мы просто вяжем столбики без накида на одинаковом равномерном расстоянии друг от друга. Прибавку на кончике этого ушка сделаем уже по окончанию обвязки. Итак, я дошла до этого уголочка, завожу крючок в 1 петлю, протягиваю рабочую нить, завожу крючок во 2 петлю, протягиваю рабочую нить и все петельки провязываю вместе. Далее продолжаю обвязку столбиками без накида. И вот получается у нас здесь плавный переход. Итак, дошла я до кончика одного ушка и вяжу здесь на кончике прибавку. Далее продолжаю обвязку столбиками без накида. Заканчиваем обвязку соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Так, один силуэт котика готов. Это котик, если смотреть на подушку, то это тот котик, который находится с правой стороны. На розовой подушке это серенький котик, мальчик. Далее мы с вами вывяжем второй силуэт котика, который будет находиться, если смотреть прямо на подушку, с левой стороны. И это у меня девочка. Вяжем силуэт второго котика с первого ряда по 23 ряд включительно. Вяжем туловище точно так же, как вязали для первого котика. Далее будет 24 ряд, и этот ряд мы вяжем так. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3,
4. Далее вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка. Далее вяжем вторую. Провязали. Итоговое количество петель у нас должно здесь получиться 6. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 25. В начале этого ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вывяжем еще 2 столбика вот здесь вот с краю. 1 столбик без накида и рядышком 2 столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 26. В этом ряду провяжем 6 прибавок подряд. Ввязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида, только вот одну крайнюю петлю мы ее не задействуем в вязание. Это если вот так фактически считать, то это будет 7 петель. Она нам не нужна, мы будем задействовать только вот 2 боковые и 4, которые вязали вот здесь вот по ряду. Итак, вяжем 6 прибавок подряд. Итоговое количество петель в 26 ряду у нас должно получиться 12. Провязали, далее голову, а потом и ушки и обвязку по всему краю силуэта котика вяжем по той же схеме, что и для первого котика, со смещением в один ряд, так как вот в этом районе у нас добавился один дополнительный ряд. И при обвязке по краю вот в этом месте у нас не такой явный уголочек, как был на первом силуэте котика, на силуэте первого котика. У нас остались незадействованными в этом районе 2 петли на первом котике, а здесь осталась только 1 петелечка, поэтому здесь при обвязке по краю убавку делать не надо будет, а просто в эту петлю провязать столбик без накида. Далее эти силуэты котиков пришиваем к передней части подушки, пришиваем по такому же принципу, как и пришивали вот в этом видео мастер-классе, и в процессе пришивания слегка наполняем наполнителем. И хочу обратить ваше внимание на ушки котиков. Я их пришивала так, что они находятся не на одной линии. Допустим, одно ушко чуть выше первого ушка. Вот. И здесь вот это вот ушко повыше, это чуть пониже. Как бы старалась придать более такое естественное расположение головы котиков. Далее свяжем вот такие вот части. Для одного котика я уже заранее все это связала. Это бедро лапки, это сама лапка нижняя, это верхняя лапка и хвостик. Итак, берем плюшевую пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Это мы с вами будем вязать верхнюю лапку. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Провязали первый ряд. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд, второй. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 3-го ряда по 5-й включительно. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующий ряд, 6-й. В этом ряду вяжем так. 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем
одну убавку. И такую комбинацию повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. С 7 ряда по 13 ряд включительно. Ручку наполнителем наполнять не будем. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 14. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну прибавку. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И повторим так до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд 15. Этот ряд мы вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 16. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Провязали. Следующие 2 ряда, 17 и 18, вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали. Маркер можно уже убрать. Складываем наше вязание пополам. И вот эти 2 ряда провязываем вместе. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Крайний 7 столбик вяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более таким аккуратным. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь лапки. Верхняя лапка одного котика готова. Для второго котика лапку верхнюю вяжем точно так же. Далее вяжем бедро нижней лапы. Берем пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 7. Далее во вторую петлю от крючка в обратную сторону по цепочке вяжем одну прибавку. Далее по цепочке вяжем 4 столбика без накида. 1, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Воздушная петля в конце ряда, разворачиваем вязание. Это мы с вами провязали первый ряд, далее идет второй ряд. В начале этого ряда также вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. И в конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий. В начале этого ряда также вяжем одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В этом ряду также в начале ряда вяжем одну
прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 14. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. С 5 ряда по 9 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 10. В этом ряду вяжем так. Вяжем в начале ряда одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. Повторим такую комбинацию еще 2 раза. Вяжем одну убавку плюс 2 столбика без накида. И заканчиваем этот ряд одной убавкой. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 11. В этом ряду вяжем так. Вяжем одну убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В конце ряда вяжем одну убавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Далее делаем по всему краю обвязку столбиками без накида. Провязали. В конце ряда вяжем, в конце обвязки вяжем соединительную петлю. Желательно это сделать крючком меньшего размера. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, бедро нижней лапы готово. Для второго котика эту деталь вяжем точно так же. Вяжем нижнюю лапку, берем плюшевую пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Провязали первый ряд. Следующий ряд можно отметить маркером. Следующий ряд по счету второй. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 3 ряда по 5 ряд включительно. Провязали. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторим до конца ряда. И итоговое количество петель должно получиться 8. Провязали. Следующий ряд 7. Этот ряд вяжем без изменения. 8 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 8. В этом ряду вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом.
2 столбика с одним накидом и 3 столбик с одним накидом. Далее вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Благодаря этим 3 столбикам с одним накидом лапку будет очень удобно пришивать к туловищу котика, силуэта котика, и к основанию подушки. Вот в этом месте лапка будет повторять контур туловища. Нижняя лапка готова. Для второго котика вяжем точно такую же нижнюю лапку. Далее вяжем хвостик. Берем плюшевую пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 2, 8. И теперь вяжем так столько рядов, в каждом ряду по 8 столбиков без накида, чтобы получилась длина хвостика 16 сантиметров. Провязали. Далее здесь в конце вязания хвостика тоже мы провяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, вяжем 1 столбик с одним накидом, накид, вяжем 2 столбик с одним накидом, накид и 3 столбик с одним накидом. Далее вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь этого хвостика. Хвостик готов. Для второго котика вяжем точно такую же деталь. Далее пришьем все мелкие детали. Сейчас расскажу, по какому принципу мы будем это делать. Бедро нижней лапки, вот эту вот нижнюю часть пришиваем по контуру силуэта котика. А верхняя часть, это ровно половина, можно сказать, будет пришиваться непосредственно к туловищу силуэта котика. И в процессе пришивания еще слегка наполним наполнителем. Верхняя лапка будет расположена вот таким вот образом, слегка здесь с наклоном. И на котике девочки лапка будет расположена вот в этом месте. Нижняя лапка, вот здесь вот у нас идет такой скос, благодаря столбикам с одним накидом, это как раз вот повторяет контур туловища котика. Будет пришиваться, будем ориентироваться вот по нижней части, чтобы это все находилось на одном уровне. Нижняя часть туловища, лапка и хвостик. Вот хвостик здесь тоже у нас скошенный в этом месте. И вот так вот будем пришивать, чтобы он был даже вот так вот слегка изогнутым. Вот. И все вот это вот должно находиться на одной линии. И у этого котика тоже все должно находиться на одной линии. Лапка котика девочки будет располагаться вот таким вот образом между вот этих лапок и здесь под лапкой. Вот так вот. И хвостик девочки тоже пришьем так, чтобы кончик был вот такой вот формы. Ну, а далее следите за моими руками. Бедро нижней лапки полностью пришито, верхняя часть бедра пришита к туловищу силуэта котика, а большая часть, нижняя, она пришита ровно по контуру силуэта хвостика. У меня осталось еще немного нити для пришивания, я думаю, мне этого хватит для того, чтобы пришить хвостик. Сначала я сложу пополам и вот эти вот 2 ряда пришью ровно по контуру силуэта котика, туловища. И далее вот в такой изогнутой форме пришью уже к подушке.
каким образом я пришиваю хвостик. Вот это у нас наружная сторона. По внутренней стороне, на внутренней стороне хвостика я захватываю где-то 2-3 столбика, протягиваю нить, и на подушке я тоже захватываю не 3, 2 столбика, но только не ровно вот так вот полностью 2 столбика, а стараюсь иглу завести вовнутрь этих столбиков. Вот. Вот таким вот образом я это пришиваю. Итак, хвостик полностью пришит. Пришивной нити мне хватило тютелька в тютельку. Вот как раз осталось для того, чтобы завязать на узелочки. Эти хвостики потом можно будет спрятать вовнутрь туловища. А вот этот вот хвостик можно протянуть вовнутрь хвостика котика. Их можно и так оставить, так как это внутренняя сторона подушки, но мне хочется их спрятать. Остальные все детальки я пришью за кадром. Я думаю, вы тоже с этим самостоятельно с легкостью справитесь. Принцип пришивания, думаю, понятен всем. А далее покажу, как делать утяжку на мордочке котиков. Для этого берем швейную иглу, подходящую нить для утяжки, и заводим иглу в середине второго ряда от шеи. Вот в этом ряду, ровно посерединочке мордочки, и выведем через 3 ряда. Этот мы не считаем, считаем следующий: 1, 2, 3. Вот так в сторону. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. И теперь здесь даже можно было бы еще больше захватить, вот так вот в сторону. И здесь теперь захватываем, ну, где-то сантиметра 4 и выводим к начальному хвостику нити на расстоянии, здесь вот можно 1-2 столбика. Далее, помогая пальцами, затягиваем. Здесь оно легко затягивается, потому что наполняли не слишком плотно наполнителем мордочку, поэтому утяжку здесь делать очень легко. Все, вот так вот подтягиваем и завязываем на узелочки. Далее с другой стороны мордочки делаем то же самое, только в обратном порядке. Далее, вот здесь, вот в этом месте мордочку мы разделим на 2 части, стянув нитью. Можно сделать таких вот 2 обхвата. Все, вот так вот подтягиваем и узелочком завязываем. Можно вот здесь вот так вот подхватить, нить протянуть, зафиксировать ее. Все стягиваем и тоже здесь завязываем на узелочке, лишнее отрезаем и все хвостики нити прячем вовнутрь мордочки. И если это необходимо, то вот таким вот крючком или наподобие этого крючка с внутренней стороны наполнитель можно равномерно распределить, подправить его. Далее вышьем глазки. Я это буду делать в пряже бежевого цвета. Итак, это я вышиваю глазки мальчику.
глазки мальчика я вышивала как бы треугольной формы, то есть завела иглу здесь, вывела вот в этом месте, и здесь вот я захватываю один столбик, так как бы его захватывая с внутренней стороны и с наружной стороны. Вот так. И вот в этом месте завожу и вывожу в том районе, где буду вышивать второй глаз. И хоть я и вышивала как бы треугольником, но благодаря плюшевости пряжи оно выглядит таким полуовальчиком глаз. И здесь делаю то же самое, захватываю один столбик с внутренней и с наружной стороны. И вывожу. Хвостики пряжи протягиваем на внутреннюю сторону. И там уже фиксируем узелочком на любой стеночке любого подходящего столбика. Далее вышьем носик. Носик я буду вышивать той же бежевой пряжей. Вышиваем его вот в этом месте треугольной формы. Завожу иглу вот в этом углублении и вывожу вот здесь вот в серединочке. Здесь оставляем небольшой хвостик. И теперь вот так вот вышиваем, заполняя треугольничек до тех пор, пока нам не станет нравиться этот треугольничек, этот носик. Мордочка одного котика полностью готова, котика-мальчика. Второму котику утяжку мордочки делаем все точно так же, носик вышиваем точно так же. Если второй котик у вас тоже будет девочка, то глазки девочки я вот, допустим, вышивала вот по такому принципу. Вот эти вот крайние линии, они косые, а нижняя линия просто вышивается по горизонтали. И здесь я тоже один столбик обхватывала, чтобы зафиксировать ниточки. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами подушка полностью готова. Мальчику, котику глазки я перевышила за кадром, потому что те показались немного слишком большие по сравнению с глазками котика девочки. Вот, и я завела иглу не в резьбу между рядами, а в середину столбиков. И так они получились более аккуратными. Лапки я тоже плотно пришила к полотну подушки, также по такому же принципу, как пришивала хвостики. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Спасибо всем большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!